Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас посмотрю расклад на 4 королей. Мы спросим у них, скучают ли они, будут ли от них действия какие-то. И, как обычно, посмотрим состояние ваших королей сейчас. Так, первый король вышел. Он хочет сказать, что здесь рядом какая-то королева Пентаклей. Ну, ему комфортно с королевой Пентаклей какой-то. Вот что он хочет сказать. По финансам, да, скорее всего. Но любит он, возможно, еще кого-то. Смотрите, здесь вот так вот выходит. Ладно, я не буду это уже смотреть. Может быть, дама водной стихии вы, да? Но ему комфортно, его все устраивает с какой-то другой королевой. Обратите на это внимание. Но эта королева, конечно, может быть не обязательно какая-то другая женщина в его жизни. Эта женщина может быть, сами понимаете, какая там просто родственница, например, с которой удобно. Или по работе, вот, ну и он менять ничего не хочет, например. Если вы в разных городах приехать, например, к вам, да. Смотрите, король мечей, сейчас у него что-то не клеится, у него разбито сердце. У него разбито сердце, и связано это может быть с императрицей какой-то, может быть, это вы, а может быть, с финансовыми также вопросами, то есть и в любви, и в финансах что-то у него не так. Что-то не так идет у него. Мы посмотрим дальше. Так, мы королей смотрим сейчас. У нас еще 2 короля. Король Пентаклей вот выходит. У него сейчас в основном он занимается своим бизнесом, я вижу. И он, может быть, заключает какие-то контракты. Ну, вот он занят делами, так скажем. Еще один король у нас жезловый, вот он. Король жезлов хочет принять какое-то решение. Сейчас он чувствует, что сама судьба его ведет. Может быть, он хочет начать осуществлять свое желание, свою мечту. Ну, давайте посмотрим и начнем с короля чаш. Я хочу спросить у этого человека, да, скучает ли он по вам? Скучает ли он по вам? Вообще, конечно, да, он вас любит. Иначе вот эта карта бы не вышла. Это карта любви. Да, любви карта. Карта олицетворяет любовь. Он сам вот может быть, конечно, с энергией императрицы, да, то есть здесь тоже такое может быть. И он хотел бы изменений, он хотел бы вам что-то сообщить. Вообще у него в жизни могут быть сейчас какие-то разговоры о переменах, да, о том, что что-то меняется в его жизни, причем это может меняться быстро, как будто ему помогает сама Венера в чем-то, да, вот. Здесь как бы есть у него любовь к вам, потому что мы по поводу вас спрашиваем. Да, все карты положительные. Может быть, он вас видит своей императрицей, так, такой. Давайте посмотрим его планы на вас. Да, здесь, конечно, карта тяжелая, тяжелая, тяжелая. Вот смотрите, здесь страсть, конечно, вот еще одна карта вышла. Давайте я посмотрю. Здесь еще одна женщина, при диагностике там было 2
ну, я на двух намекала. Здесь может быть все в одной женщине, да, и земная, и водная, и огненная стихия. По огненной стихии, вот его планы, это, конечно, он хотел бы страсти, он хотел бы огня в ваших отношениях. Также он, может быть, хочет закончить отношения с кем-то, да, может быть, вот с кем-то хочет закончить. Не обязательно, но вот так вот мне как бы может идти. Он также хотел бы, может быть, возобновление с кем-то отношений, с вами, например, да, и дать какое-то послание или помочь вам чем-то. Вот такого мне здесь идет момент. То есть, но в то же время, если вы тот человек, та дама, у которой есть какие-то проблемы, вот в принципе решать он их не хочет. Он хочет держаться за то, что у него есть. Вот. То есть, ну, вот так. Здесь не очень мне как бы нравится, да, вот такая ситуация. Но давайте все равно посмотрим его действия, к чему он будет идти. Он все равно будет идти к любви, как бы ему там что-то по финансам не так было. Он хочет идти к любви, он хочет, ну, как бы сделать какой-то шаг в вашу сторону, да, в вашу сторону. Здесь есть третьи лица, вот я так вижу, которые, ну, просто где-то мешают, или же не просто мешают, да, а прям, ну, я не вижу, что он идет прям на то, чтобы построить с вами какие-то отношения. Здесь очень много мечевых карт, здесь очень много проблем в любви. Вот я так скажу, да, очень много проблем в любви. Очень много он вам, возможно, боли приносил. Вот такой вот мужчина здесь. И опять вот в итоге мечевые карты, да, и в его действиях выходят. Резкий мужчина может быть, может отрубать резко что-то, да, может резко разговаривать, вот так вот, обидеть может. Вот обратите внимание, такой мужчина. Ну, давайте посмотрим, к чему все приведет. Ну, к ограничениям, видите. В любом случае здесь есть ограничения, и эти ограничения связаны с родственниками, с тем, что, может быть, у него есть уже кто-то, или он связан по рукам и ногам, понимаете? Я не вижу здесь то, что в итоге... Тут одни мечты, одни фантазии только о каких-то переменах, но действия все равно, действия, которые причиняют боль, да, вот где-то. Не такие, какие вы хотели бы. Давайте посмотрим следующего короля, что он нам расскажет. Этот мужчина что-то как-то нам рассказал сегодня не очень интересную историю. Ну, давайте посмотрим короля мечей. Скучает ли он по вам? Ух, тут вообще зависимость между вами, даже кармическая, может быть, да, физическая зависимость тоже. Ну, он не то, что скучает, он связан вами, да, связан. И ему это не очень нравится. Он, конечно, хотел бы немножко другого, других отношений, которые вот не по дьявольской зависимости, а по более такой спокойной, да, по более серьезных отношений он хотел бы. Но здесь больше страсти. То есть вот обратите внимание, да, что здесь как бы также могут говорить о тех, что кто-то еще есть. По дьяволу вот у вас он скучает, да, именно
по вашей страсти, по вашим, ну, как бы вот по вам где-то вот на физическом уровне. Такой момент. Его планы на вас. Здесь, конечно, уже говорится, есть такие серьезные, да, достаточно карты, которые, в принципе, говорят, что у вас может быть серьезные отношения с ним, не просто так. Его планы на вас, ну, конечно же, любовь. Тут любовь, он видит. Любовь, он двух душ, да, то есть близость душ, вот так скажем. То есть вы похожи друг с другом, возможно, как две капли воды. Такой момент. Ну, у некоторых дети, может быть, тоже дети могут быть. Но тяжелая почему-то любовь. Вот тяжесть какая-то есть, да. То есть не все легко в ваших отношениях. Есть тяжесть определенная, потому что крест. Вы вроде как бы и по судьбе друг к другу, ну, крест. Ну, и потому что еще дьявол тут присутствует. Да, такая вот любовь у вас нелегкая. Его действия. Ну что, как бы ни было, какие бы отношения между вами ни были, здесь я вижу вот брачные в основном отношения. Если у вас еще нет брака, то, ну, то может быть это не совсем к вам. Но здесь брачные отношения больше я вижу. Или он будет идти к браку. Но почему-то путь вот этот вот, ну, настолько тяжелый, да, вот вы духовно подходите друг с другом, но как будто вот это прям вот выживать вас заставляет, тяжело как-то вот все. Такое вот. К чему все это приведет? Ну, будете держаться за то, что есть между вами, пока ничего не меняется в вашей жизни. Все так вот, как есть. Все стабильно, и вот так и будет продолжаться. Но несколько с какими-то вот такими проблемами. Обычными проблемами, скорее всего, житейского характера. Здесь вот нет легкости. Вот нет легкости какой-то. Давайте посмотрим дальше. Король Пентаклей, посмотрим, скучает ли он по вам. Скучает ли он по вам? Опять дьявол вышел, да? Здесь карты говорят, что, конечно, он связан с вами. Он связан с вами кармической любовью, скорее всего. Но здесь у него есть возможность победить, и у вашей паре есть возможность победить и выйти на какой-то другой уровень, да, победить этого дьявола. Здесь, конечно, нужно вам где-то найти возможность, ну, как говорится, от чего-то избавиться в своих отношениях. Вот такой вот момент. И тогда между вами может быть спокойная любовь. То есть ваша любовь, так же, как вот и предыдущая, она не просто так. Нужно пройти какие-то уроки в вашей жизни, от чего-то избавиться, очиститься. Потом вы выйдете победителем из этой ситуации и будете на коне. Вот пока такая энергетика. Его планы на вас – он скрывает, по сути, свои планы, но он прежде всего, конечно, хочет, ну, как бы, ну, даже закрывается, возможно, от вас. Он хочет, знаете как, он понимает, что для того, чтобы быть с вами, нужно бороться. Вот он понимает, что нужно за вас, за отношения бороться с кем-то, с какими-то дьяволами, с какими-то препятствиями, что не будет все просто так. Вот в чем момент, понимаете? То есть он понял сейчас для себя, вначале нужно бороться, да, а потом уже будет видно. Вот так вот. Но примет ли он решение
такое, что я все начинаю действовать. И тут вопрос такой, потому что сейчас он закрыт. Он сейчас, ну вот по крайней мере, в данное ближайшее время не собирается каких-то резких движений делать. Он просто сейчас закрылся, обдумывает и понимает, что и чтобы быть с вами, ему нужно вначале решить какие-то вопросы, с кем-то бороться, да, от чего-то освободиться. Потом только уже, может быть, что-то у вас и получится. Его действия. Ну, действий нет, мечты есть, да. Пока мечтает он о страсти, мечтает о переменах, он как бы, ну, это все по большому счету вот огненные стихии, которые показывают на то, что страсть, огонь, нужно с чем-то бороться, да, вот это пока только лишь мечты, а действия он пока не предпринимает. Хотел бы, конечно, он перемен, он, может быть, хотел бы, например, быть все время с вами, не получается, нужно за это вначале где-то что-то решить, да, какие-то действия приложить, но он пока их не прикладывает. К чему это все приведет? Здесь, видите, королева Пентаклей какая-то, может быть, вы королева Пентаклей, тогда он придет именно к вам. Сейчас я посмотрю. Да, вы, возможно, так королева Пентаклей, к которой он собирается идти. А если это не вы, и у вас, вы, например, королева жезлов, да, огненной стихии, то карты говорят, что приведет к тому, что он останется с королевой Пентаклей, с которой у него, скорее всего, видите, уже есть какие-то отношения. И, может быть, даже семейные. Ну, здесь вот, я надеюсь, как бы вы понимаете, да, вот такая энергетика сегодня у нас идет. Ну, давайте еще одного короля посмотрим. Это король жезлов. И я хочу у этого короля спросить, скучает ли он, будут ли действия с его стороны. Может быть, он более такой разогненный, способен на какие-то действия. Посмотрим. Итак, скучает ли этот мужчина по вам? Этот мужчина скучает, конечно, по вам, да. Он вас видит женщиной настоящей, но здесь еще, вот видите, этот мужчина, может быть, сейчас находится в борьбе. И он хочет прийти к вам победителем, понимаете? То есть ему нужно решить вопросы со своими родственниками, врагами. Ему нужно вначале выйти каким-то победителем из всего вот того, что у него сейчас в жизни происходит. Да, он по вам скучает, конечно же. Его планы на вас. У него не то что планы, а пока он мечты построить с вами серьезные отношения. Но здесь, вот как я говорила, у него есть проблемы, ограничения, есть люди, которые мешают, или обстоятельства. У него пока мечты о том, чтобы быть с вами, отдохнуть с вами, да. Вот так. Его действия. Будет ли он предпринимать что-то? Ну, в принципе, здесь показывают на перемены в его жизни, да, есть у него перемены, которые будут происходить в его жизни. Может быть, он с родственниками по финансовым вопросам хочет в чем-то договориться, может быть, он хочет заработать на семью, да, вот такой момент. Но у него также колебания, у него качели. Он не может пока четко определиться, к чему ему идти. У него сейчас вот то в одну сторону его качает, то в другую. То с этим надо решить вопрос, то с тем. Пока вот так. Давайте посмотрим, к чему это все приведет.
все-таки приведет, даже вот это вот небольшое какое-то изменение, оно все равно приведет к переменам. Все равно приведет к переменам. Перемены будут, но будут также и проблемы, связанные с любовью, потому что даже вот какое-то безвыходное положение у некоторых из вас. Но все равно мужчина будет любить вас, он все равно будет ну, где-то в глубине в своей мечтать о вас, но в ближайшее время особых действий от него не ждите, особых перемен, конечно, не ждите, потому что у него здесь качели. Качели, которые он не знает еще в какую сторону направиться. Вот. Но однозначно любовь — это самый светлый путь в жизни каждого человека. Единственное, следуете ли вы этим путем или идете другим. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.